Этот датчик редко выдает себя напрямую и поэтому может долгое время оставаться незамеченным. И его неисправность может долго маскироваться под другие проблемы. Приветствую, друзья! С вами, как всегда, Андрей. И название этому датчику – датчик положения распределительного вала. Проще говоря, датчик распредвала, либо ДПРВ. По сигналам этого датчика блок управления двигателем отслеживает положение распределительного вала для синхронизации открытия топливных форсунок и момента зажигания в соответствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя. К слову сказать, на более старых автомобилях данный датчик не устанавливался, а на более современных он устанавливается всегда. Это, можно сказать, не основной датчик, но благодаря ему возрастают динамические характеристики двигателя, снижается расход топлива и, самое главное, снижается токсичность выбросов. На автомобилях может устанавливаться как один датчик, так и несколько датчиков, но симптомы их неисправности практически ничем не различаются. При неисправности датчика положения распредвала на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, а в блок управления двигателем заносятся коды неисправностей, связанные с датчиком распредвала. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Чаще всего неисправность этого датчика остается незамеченной даже для блока управления двигателем. Поэтому система управления продолжает функционировать даже с неисправным датчиком. И самое плохое это то, что данный датчик редко полностью выходит из строя. Чаще всего он проявляет свои неисправности в определенных режимах работы двигателя, либо при определенных обстоятельствах. А в другие моменты, и особенно при компьютерной диагностике, он может работать абсолютно исправно. Давайте же рассмотрим, какие бывают основные симптомы неисправности датчика положения распредвала. Первый симптом – это трудный запуск двигателя. На разных марках автомобилей это может проявляться по-разному, но в большинстве случаев при запуске прогретого двигателя приходится очень долго крутить стартером, то есть двигатель запускается, но для этого необходимо некоторое время. А при холодном запуске двигатель может даже не запуститься с первого раза, сколько бы вы ни крутили стартером, а со второй попытки двигатель запускается отлично. Второй симптом – это подергивание автомобиля при интенсивном разгоне, либо при установившемся движении, чаще всего при 2-3 тысячах оборотов. Такое поведение часто путают с неисправностью системы зажигания, а про датчик распредвала даже и не думают. Но чаще всего внутри самого датчика образуются микротрещины в пайке, что приводит к рандомной и кратковременной потере контакта. Следующий симптом – это нестабильный холостой ход. Но не в плане того, что начинают сильно плавать обороты на холостом ходу, а это больше похоже на вибрацию двигателя. То есть по тахометру вы даже можете не заметить, что обороты нестабильны, но физически будете ощущать, что холостой ход стал не такой, как был раньше. Это также может ощущаться вибрацией по кузову. Следующий симптом – это плавание оборотов при движении накатом. То есть, когда вы включаете нейтральную передачу и автомобиль продолжает движение накатом, тогда начинают очень сильно плавать обороты. Следующий признак – это снижение динамики автомобиля. Причем это снижение может проявляться не всегда, а абсолютно хаотично. Следующий симптом – это увеличение токсичности отработанных газов. Особенно если на вашем автомобиле уже удален катализатор, то вы это сможете даже почувствовать на запах. Может даже ощущаться запах несгоревшего бензина. Ну и последний основной симптом – это, конечно же, увеличение расхода топлива. Так вот, друзья, признаки и симптомы – это хорошо, но как же это все дело проверять? В первую очередь, конечно же, необходимо проверить проводку от блока управления к самому датчику. Как это сделать на примере Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6, можете посмотреть по этой ссылке и по ссылке в описании. На всех автомобилях проверка аналогичная, просто вам нужно будет посмотреть электрическую схему конкретно к вашему автомобилю, чтобы определить нужные контакты. Если проводка вопросов не вызывает, тогда необходимо либо снять осциллограмму с датчика, примерно как это делается, также можете посмотреть по этой ссылке и по ссылке в описании. Ну а в большинстве случаев, конечно же, самый лучший способ – это замена датчика на заведомо исправный, потому что, как я говорил в начале видео, у датчика могут быть непостоянные проблемы, и в момент проверки датчик может вести себя нормально, а в реальных условиях может отказывать. Но у данной ситуации есть и обратная сторона. Даже если у вас появляются ошибки по датчику положения распредвала, то это не всегда означает, что причина именно в датчике. Причина может быть как в неправильной установке ремня ГРМ, так и по другим причинам, о которых я рассказывал вот в этом видео.